Это утренний эфир «День добрый», я ведущий Евгений Сарапулов. Мы начинаем о любви к себе. Да, как любить свою голову, свои ногти, свое туловище, чувства свои, печень свою, почки, как любить свою душу. Об этом потолкуем в первом часе нашего эфира. Армен, Екатерина, Вадим, одноклассники. Одиноко. Ты так и знай. Максим. Тамара. Романа и Наталья, я уже на родине. Планета Земля моя родина. Нет предела, стоп. Вперед. Игорь. Да, лучше. А? Да. Ткнул туда пальчиком. Ты вдруг поймешь, что все, что в мире есть, это лишь часть тебя, часть тебя. Все же всего дороже в твоей душе остается мечта, она с тобой. Я чистил ее вчера. Всегда. Однажды где-то посреди большого света повстречаешься уже друга, что поверит тебе. Ты ничего ему не скажешь, только вдаль укажешь и побредете к мечте. По дороге к солнцу. Людмила. Анна. Очень приятно видеть вас. Это утренний эфир «День добрый», я ведущий Евгений Сарапулов. И чихать мы хотели на негатив. В первом часе о том, как любить себя. Любовь к себе – это не уверенность, что вам все должны. Любовь к себе – это не эгоизм. Типа моя хата с краю, я ничего не знаю, что мне интересно, то меня интересует, а ваши интересы по боку – это не любовь к себе. Любовь к себе – это не совершение грехов. Да что хочу, то ворочу. Помню, мой брат двоюродный говорил, вот получу паспорт, что хочу, то ворочу. Это не любовь к себе. Любовь к себе – это не оправдание своих неправильных действий или ошибок. Типа, ну а чё? А чё вы ко мне прицепились? Ну да, есть у меня такие вот... что? Я это я, а вы это вы. Но это не любовь к себе. Любовь к себе – это не только отдых, массаж, любимые блюда, потакание своим слабостям.
это пренебрежение к себе. Слабости делают нас постепенно уродливыми, некрасивыми и непривлекательными. Любовь к себе – это не только признание своей ценности, своих потребностей или своих целей, но это и смелость признать свои слабости, свои проблемы. Любовь к себе – это умение заботиться о себе и умение заботиться о других. Угу. Вот так вот. С этого мы и начнем. Для вас что означает любовь к себе? Когда вы, например, во время трансляции сейчас, что значит вам любить себя? Жду ответов на мой вопрос. Еще выше. Так, Мила пишет из Ютуба. Всем доброго дня, приятного общения, хорошего настроения. Если с вашим настроением что-то не так, расскажите мне, и я его настрою. Да, ваше настроение это как гитара. Если она расстроилась, дайте мне вашу гитару, я ее буду настраивать. Пишет нам Армен: я начал работать над собой и люблю себя, уважаю себя, не отвечаю на агрессию жены, не завишу от ее любви, она больше не контролирует ситуацию надо мной. На самом деле, Армен, вашей жене нужно что-то контролировать в вашей жизни, ибо со стороны виднее. Любовь к себе – это не просто самоконтроль, самодисциплина. Это хорошо. Любовь к себе – это понимание, что со стороны виднее. Любовь к себе, следовательно, отдать право кому-то из окружающих, любимой женщине, чтобы она в чем-то контролировала вас. Да. Потому что любовь к себе – это понимание, что за собой нужно следить правильно. То есть не так, как у вас получается, а правильно. Мы не всегда можем правильно следить за своими мыслями, чувствами. Я, например, люблю себя, поэтому я даю вам право и отдаю вам определенную власть контролировать меня, критиковать, задавать вопросы, не соглашаться со мной, потому что со стороны что-то вам виднее, чем мне. Даже будь я умнее вас в 100 раз, но ваш взгляд, он другой, иной, уникальный по-своему. Поэтому, если я люблю себя, я буду давать вам право контролировать меня отчасти. Точно так же, Армен, и вы. Давайте своей жене право контролировать вас, особенно там, где она лучше понимает и разбирается, чем вы. Хотя бы просто потому, что она женщина. Она лучше чувствует ситуацию здесь и сейчас, поэтому дайте ей это право, если вы хотите учиться любить себя. Конечно, об этом надо договариваться. Естественно, об этом нужно вам с ней совещаться, принимать компромиссные решения. Да, этому нужно учиться. Вы готовы, Армен, этому учиться? Недавно я разговаривал с одной женщиной, у нее родственник очень болен, очень тяжело. И человек, с которым я говорил, я сказал, что вы не сможете позаботиться о своем близком родственнике так, как об этом позаботится профессионал. Дайте право, возможность профессионалу заботиться о вас, о вашей родственнице. Потому что она сделает это лучше. И в этом будет проявляться ваша любовь к вашему близкому человеку, что вы доверитесь профессионалу, чтобы он заботился. Например, ко мне приходят же, ведь часто люди записываются на индивидуальные консультации, говорят: помогите мне, помогите моему мужу, ребенку, там, коллеге по работе. И правильно делают, потому что я знаю, как правильно проявлять заботу. Я в этом профессионал. Я 28 лет практически этим занимаюсь, и, естественно, я знаю, как
правильно эту заботу проявлять. И в этом и любовь наша. Например, если ты желаешь научиться чему-то, иди в школу, в колледж, университет. Пусть тебя учат учителя, преподаватели. Они лучше знают, и они тебя научат. И это же нормально. Это совершенно правильно. И в этом есть любовь к себе. Просто нужно понимать, что любовь к себе – это умение подчинить свою волю воле того, кто лучше понимает, лучше разбирается, чем ты. И поэтому любовь к себе – это умение выбрать, кому подчиняться, кому покорить свою волю на какое-то время. О, такая куча сообщений. Лариса с нами здоровается. Анна пишет: всем доброго утра. Оксана солнечного утра желает. Татьяна пишет: любовь к себе – это забота о себе. Любовь к себе – это любовь к телу, душе. Но тут главное не переусердствовать. Ведь забота о себе, если ты правильно заботишься о своем теле, о своей душе, то у тебя появится потребность заботиться о других людях. То есть, когда мы правильно заботимся о себе, у нас появляется сила. И этой силой надо делиться с другими. Алешка пишет: любить себя – это спать себе, а не с едва открытыми глазами. Смотреть эфир, как себя любить. Кто хочет научиться любить себя, любите себя через наш эфир «День добрый». Да, это хорошо вы сказали, Алексей. Максим пишет: я Божье творение, и во мне живет его дух. Любить себя – это стараться быть совершенным, как Отец. Да, в этом смысле любить себя – это любить того, кто тебя сотворил. Любить Творца Всевышнего. Также любить маму и папу. Они принимали участие в творении твоего тела. Также любить людей, которые помогают тебе становиться сильнее. Это могут быть даже твои враги, недоброжелатели, которые тебя критикуют, причиняют тебе дискомфорт и боль, а через это ты видишь себя в чем-то сильным, в чем-то слабым и понимаешь более реально, кто ты такой. Спасибо. Ларелай Лотиш, доброе утро, пишет: хорошего настроения. Спасибо. Наталья, доброго солнечного четверга желает. Огромное спасибо. Виталя здоровается. Армен пишет: я настолько не любил себя, а любил ее, что унизил себя. Она хочет отношения разорвать. Ну вот, это хороший урок вы извлекаете. Пришло время теперь любить себя. То есть любить другого надо так, чтобы он учился любить себя. Если он правильно любит себя, он будет давать вам право заботиться о нем. И вы будете давать право ему заботиться о вас. Мягко и строго. Так, Юлия пишет: доброе утречко. Как полюбить себя? Об этом мы сейчас и говорим. Слушайте внимательно нас. Итак, любовь к себе – это самопознание. Чтобы понять, кто я, чтобы учиться быть собой, быть частью большего, чем я. Любовь к себе – это правильная забота о себе. Да. Это, например, не 5 раз в день чистить зубы, а 2 раза, утром и вечером. Этого достаточно. Любовь к себе – это умение прощать других и умение прощать себя. Любовь к себе – это рост, это развитие, саморазвитие. Это понимание, что идеальных людей не существует. Любовь к себе – это любовь к тому, кто тебя создал. Да. Вот это все о любви к себе. Когда вы начали учиться любить себя, с какими проблемами вы столкнулись? Напишите. Будет очень интересно узнать ваш опыт жизненный. Ставим лайки, делимся трансляцией, подписываемся на канал, где вы смотрите эфир.
Екатерина, доброе утро желает, спасибо большое. Алексей пишет, так, у всех дипломы куплены теперь, какие профессионалы? Одни покупают, другие учатся, я не покупал диплом. Welcome, Корбут пишет, здравствуйте, господин ведущий, себя любить не надо, а надо уважать. Когда раньше говорили, что я люблю себя, в ответ значит эгоист. Любовь к себе – это и умение уважать свои потребности и удовлетворять их правильно. Максим Ф. пишет, любовь к себе – это учиться меняться каждый день, чтобы любить других. Да, я, например, подстраиваюсь под ваши интересы и потребности. Конечно. Я хочу говорить в контексте ваших интересов. Поэтому для меня ваши комментарии и вопросы – это жизненно важное условие для успешного ведения эфира. Высказывайте свое мнение как есть, субъективно, нелицеприятно, как есть. Не бойтесь ошибаться в нашем эфире, это все прощается. Но, когда вы учитесь, уж старайтесь учиться. Не просто, дурень я, балбес, не доходит до меня. Ну, что с меня возьмешь? Дубина я стаиросовая. Тогда будьте готовы, мы будем вас щипать, дискомфорт вам создавать, будет вам неприятно. И все это мы будем делать для того, чтобы вы все-таки научились любить себя правильно. Так, Людмила, доброе утро, Евгений, все, кто в эфире, спасибо большое. Анна пишет, тут не соглашусь, если бы отца отдала в больницу, в живых его уже бы не было. Ухода такого в больничке чужими людьми не будет. Да, есть чужие люди, которые не смогут позаботиться так, как вы. Но есть чужие люди, которые лучше, чем вы, позаботятся. Это вопрос о том, чтобы найти правильных людей. Welcome, Карбут пишет, на самом деле все мы глупые, хотя каждый будет говорить, что он умный. Да почему же? Я совершаю глупые ошибки. У меня такое бывает. Welcome. Вы вот всех сразу, да? Хотя каждый будет говорить, что он умный. Я так не говорю. Я в чем-то умный, а в чем-то глупый, в чем-то наивный. А вы, welcome, Карбут, начинайте с себя. Лена пишет, привет, хорошего дня всем, спасибо. Ларилай Лотиш написала, самое главное – это теплота души. Самое главное – это не теплота души, это раскаянная душа. Душа, которая покаялась в своих грехах пред Господом. Вот это главное, вот это по-взрослому, вот это то, что надо, потом и теплота души будет такая, как надо. А Владимир пишет, подчинить себя другому всегда тоже нехорошо. Время любить, время войне. Подчинять себя другому нужно, потому что другой научит тебя тому, чему ты не научился еще. Поэтому мы обязаны подчинять себя учителям, тренерам. Все, кто достигли в жизни какого-то успеха, они подчиняли себя тренерам, учителям, преподавателям, наставникам. Поэтому, Владимир, у вас совершенно глупая мысль, больная мысль, что это нехорошо. Это, конечно, очень хорошо. Весь вопрос в том, кому себя подчинять, надо выбирать это. И как правильно подчиняться, если начальник злыдень, если он не уважает вас. Тут, конечно, вопрос, как правильно подчиняться такому. Пишет нам Людмила, ненавижу всех, что делать, устала. Всех вы не ненавидите. Например, меня же вы не ненавидите. Потому что если бы вы меня ненавидели, вы бы не включили эту трансляцию. Также вы идете в магазин и покупаете продукты питания. Это значит, что вы интуитивно или подсознательно доверяете тем, кто эти продукты сделал. Вы их не ненавидите, вы им даже благодарны, сознательно или неосознанно.
То есть все, чем вы пользуетесь в этом мире, кто-то создал. Господь Бог, люди. И в этом смысле вы им благодарны, не осознавая того. И у вас нет ненависти к ним. Поэтому вам надо скорректировать свое понимание ненависти. Ненавидеть в себе нужно слабости, грехи, да. А любить нужно в себе свое тело, заботиться о нем правильно. Также и с людьми. В них есть что ненавидеть и есть что любить. Надо просто научиться это различать. Это было в Испании. Стояли очереди за счастьем. Счастье отпускали взвешенным заранее в фунтиках, кулечках, поделенное на части в порции. Каждое было стеклышко с радугой, пучок душистой травы, сласти, медная монетка, молочный зуб. Словом, 100 граммов счастья. Многие стояли там с самого рождения. Иногда бывала одна из стоящих. Говорила соседям: я только сбегаю за хлебом. Или скажите, пожалуйста, а в одни руки дают счастье? Кассандра, Каждый было стеклышко с радугой, хулиганка. пучок душистой травы, сласти, медная монетка, молочный зуб. Словом, 100 граммов счастья. Пара-ба-ба-ба. Или говорила: мне только в отпуск. Грация, сеньора, я стою за вами. И шла на берег, чтоб прилечь у моря, где днем и ночью гальку омывает волнами. Там пена нежно гладила ее усталые ноги. А женщина мечтала вслух или про себя: эх, если б мне в ту очередь снова за счастьем, я была бы самая счастливая. Алихан, пара-ба-ба-ба. Ва-па-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Пара-пара-па-па. Пара-ба-ба-ба. Пам-парам-пам. Па-па-пам-пара. Пара-пара-па-па. Прямой эфир «День добрый» продолжается. Мы в этом часе говорим о любви к себе. Мариша пишет: Евгений, а где можно послушать ваши беседы? Сейчас уезжаю на работу. А везде, во всех соцсетях, где идет трансляция, сохраняются мои эфиры. И в повторе, пожалуйста, в любое время. Просто подпишитесь на мой канал, и будет вам приходить уведомление, будете заходить на страничку и всегда, когда хотите, смотрите, слушайте. И, кстати, трансляции сохраняются и за месяцы, и даже за годы проведенных эфиров. И Алексей пишет: Евгений, у вас дипломы еще получены, когда дипломы не покупали, а получали. Алексей, дипломы и сейчас получают. Мой сын учится сейчас на 3-м курсе и получит диплом, заработает его, не просто купит.
Поэтому у вас какое-то очень предвзятое отношение. Кто-то покупает, есть такие, да. Гульнурия пишет: доброе утро, Евгений, давно мы не виделись. Это Гульнурия с Бишкека. Вы приезжали к нам в гости несколько лет назад. Да, я помню, это очень было приятно, и встречи были великолепные. В Кыргызстане. Саламат сыздарбы вам, уважаемые, ассаламу алейкум. У вас очень гостеприимные люди. Мне очень понравилось. Бешпармак, конечно, это тема просто брависсимо. Из Ютуба Елена здоровается, очень приятно. Все, кто в Ютубе, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк. Спасибо, что вы смотрите. Welcome Карбут продолжает принимать участие, пишет: да, господин ведущий, это так. Когда работаешь с аудиторией, приходится подстраиваться под других. Да, конечно. Надо уметь говорить в контексте потребностей и интересов твоей аудитории, с которой ты общаешься. Поэтому, когда пришел Христос на землю, то он родился в обыкновенной семье плотника, не царя, плотника. И он сам был плотником, был в любви, преуспевал в любви у Бога и человеков. О нем так написано. Он был как все. Да. И поэтому он умел говорить с людьми. Он говорил такими притчами, которые были взяты из жизни. Да, конечно. И вам желаю, welcome, Карбут, этому учиться. Екатерина пишет: для меня любить себя – это найти время на себя в буднях мамы двоих детей. Да, это точно. Важно, чтобы ваш муж давал вам это время тоже. Помогал, потому что просто так заполучить в будние дни время, когда двое детей, как нелегко. Армен пишет: как я начал себя любить, я очень мучился и очень страдал, пока понял, как правильно себя любить, потому что от этого вышло очень трудно познать, что я со своей любовью, которую моим близким людям начинал убивать себя, я начал себя убивать, любить мучительно трудно, зато я это понял. Да, любить себя это еще надо уметь. Знаете, любить себя это значит не соглашаться со своими слабостями, мучить себя, истязать, тренировать себя, чтобы не позволять грешным мыслям, слабостям, лени управлять вами. Это да, с этим надо еще бороться, порой не на жизнь, а на смерть. Максим пишет: для меня самая больная проблема – это лень и эгоизм. Оу, хорошо, что вы это понимаете. Потому что лень и эгоизм – это то, что пытается нас обмануть. Лень говорит: да ладно, брось ты. Ну что тебе, больше всех надо, что ли? Да расслабься. Ну немножко полежи, поспи. Люби себя. Ну, иди на печи, поваляйся еще, почеши пузо свое. Да, так говорит лень. А эгоизм? Главное, это чтобы тебе было хорошо. А что там остальным, это не важно. Эгоизм и лень обманывают нас. Хитро. Надо, Максим, здесь сделать простую вещь. Задать себе вопрос. Почему мы прислушиваемся к лени и эгоизму? Почему мы соглашаемся с ними? Ведь где-то у нас звучит мысль: не соглашайся, не прислушивайся к лени и эгоизму. А что-то в нас к этому прислушивается. Почему мы позволяем лени и эгоизму управлять нами, убедить нас, хотя мы понимаем, что это лень и эгоизм? Пишет нам Анна: доброе утро, Евгений, доброе утро всем, вы, как всегда, обаятельны. Обаятельны, привлекательны, спасибо вам. А Мила пишет: любовь к себе, самость, личность. В этом смысле
Чтобы любить себя, надо узнать, кто я. Надо узнать, а кто я настоящая. Ведь окружающие люди пытаются делать нас удобными для себя. А наша задача – научиться быть самими собой. И это ведь так непросто. Когда ты учишься быть самим собой, ты непонятен для других, неудобен, ты раздражаешь их. И как найти баланс между быть самим собой и адаптироваться под других людей? Я в эфире этим занимаюсь постоянно. Учусь и самим собой быть, и под вас подстраиваться, адаптироваться. И это как качели. То туда, то сюда. Вот и раскачиваюсь постоянно. Самость, личность. И еще, Мила, вы верно замечаете, любовь к себе это личность. Личность – это чем я как личность выделяюсь среди других. В чем моя уникальность? В чем моя особенность? За это приходится биться, сражаться, порой очень непросто дается, но весь вопрос, а что значит быть личностью? Личность происходит от слова личина, лицо. Ваше лицо – это внешнее отражение вашего внутреннего состояния. В психологии существует более 100 определений личности. Вы представляете, да? Это было где-то лет 20 назад еще. Сейчас, наверное, больше. Поэтому как определить, что такое личность? Вы, Мила, вот как понимаете, что такое личность? Доброе утро от Людмилы, от Welcome Карбута, вновь сообщение. Вы же знаете, господин ведущий, Бог говорит, и любить надо всех и врагов. Да, чтобы с врагами биться, чтобы одерживать победу над врагом, чтобы ему в дыню треснуть так, чтобы ему неповадно было, надо правильно треснуть в его дыню. Потому что нельзя, с одной стороны, калечить его, а если уж и калечишь, то надо понимать, почему ты это делаешь. Любовь этому учит. Да, правильно бить в правильные места, чтобы вразумить, а не искалечить. А если уж и калечишь, то, ну что ж, это должно быть очень как бы продумано, да? Любовь, она причиняет дискомфорт. Знаете, Бог допускает, чтобы человек умирал, когда человек творит злые дела. И любовь Бога в том, чтобы допустить какие-то страдания в жизни этого человека, чтобы его остановить, чтобы он задумался. И порой Богу приходится допускать какие-то аварии. Человек калечится, и лежачее состояние, сидячее. Мне рассказал один мой знакомый, ну как знакомый, консультирую человека, про другого своего знакомого. Говорит, тот человек богатый, весь такой, куча любовниц, он весь на цирлах, и все он успевал, он весь такой, весь как карусель, юла. Но попал в аварию, его парализовало, ходил под себя, писал под себя. Жена за ним ухаживала, его еле-еле выходили и посадили в кресло. И вот он говорит, знаешь, для меня сейчас самое большое счастье – это мои внуки, с которыми я могу поговорить, могу видеть их. Мне не нужны ни деньги, ни любовницы, мне ничего не надо. Мне очень хочется чувствовать тепло родных людей. Дошло, когда Бог допустил, чтобы он покалечился и сел в кресло. И уже он говорит, вот все, что с головы до пояса чувствую, что ниже пояса вообще ничего не чувствую. Вот такая теперь у него жизнь. Но зато стал ценить. Так, пишет нам Максим. Иисус с детства был в подчинении у родителей, учился ремеслу плотника, и слава Богу, да.
Надежда пишет, у внучек день рождения, старший выслали больше, чем средний. У старшей был юбилей, невестка нам устроила скандал, что это неправильно. Надежда, а вы скажите, что хотим, то и дарим. Это наше право. Но раз она такая, советуйтесь с ней, с невесткой, заранее. Все-таки это ее дети, поэтому, чтобы правильно любить внучек, надо учиться учитывать мнение родителей. Галина Дутра, доброе, привет с Беломорья, пишет, привет из Санкт-Петербурга от Кассандры. Людмила пишет, я устала жить чужой жизнью моих детей, бегу на помощь, нужно это или нет. Иногда нужно, а иногда нет. Чтобы помогать другим, надо помогать себе. Чтобы любить других, надо любить себя. Вот закон. Если вы живете жизнью ваших детей, вы потеряете свою жизнь. Нельзя жить только жизнью ваших детей. Им самим это в тягость. Стая белых журавлей возвращалась домой. Я позволила себе быть немножко другой. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Стая белых журавлей возвращалась домой. Мне казалось, что ты где-то рядом со мной. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Полюби меня такой, да полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Рододендрон. Вспомнил. Я смотрела им вслед, махала рукой. А после долгой зимы песня льется рекой. В отражении над водой Ой-ой-ой. пою сама собой. Полюби меня такой, какая я есть. Багульник. В отражении над водой я пою сама собой. Полюби меня такой, какая я есть. Разве плохо, что мы не похожи с тобой? Я позволила себе быть немножко Другой. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Полюби меня такой, полюби меня такой, да полюби меня такой, какая я есть. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я Есть. Полюби меня такой. Полюби меня такой. Полюби меня такой, какая я есть.
Прямой эфир, день добрый. Я ведущий Евгений Сарапулов, профессиональный психолог. А есть непрофессиональные? Есть, да. Алексей пишет. Жена так тебя не пожалеет, а лень пожалеет. О, вот она, с этого начинается. Да, лень, она такая классная. Она как чупа-чупсы. Посасывай меня почаще. Но только не задавайся вопросом, будет ли кариес. «Здравствуй, кариес», — сказал чупа-чупс и залез тебе в пасть. Welcome Карбут пишет. Интересно, а вы довольны своими детьми? Живут ли они в послушании, хотя и взрослые? Конечно, я доволен своими детьми и недоволен, и они мной довольны и недовольны. А живут ли они в послушании? И да, и нет. Потому что я папа, они меня слушаются. А иногда не слушаются и правильно делают, а иногда неправильно. Всяко бывает. Welcome, Карбут. А вы женатый человек? Надежда пишет. Не люблю ленивых людей. На работе всю работу сваливают на других. Следовательно, ленивым людям надо меньше платить. Надо ленивых людей грузить ответственностью. Да что у меня нос зачесался. Нужно грузить других этих ленивых людей. Грузить так, чтобы они не могли избежать ответственности. Ленивых людей нужно грузить правильно и постоянно. А если они не выполняют свои обязанности, то пендель под зад но с любовью. С любовью значит оставить шанс им вернуться, сказать: исправитесь, приходите, примем. Кассандра пишет: все должно быть в меру, мера у всех разная. Согласен. Галина пишет: я только на пенсии позволила себе полениться, а так 26 лет стажа, 2 детей выращены, сотни учеников. Ого! Вот это да. Но, Галина, согласитесь, надо было, когда вы работали, тоже учиться отдыхать. То есть вы пахали. Ну, согласитесь, что надо уметь отдыхать, когда работаешь. Это же нормально. Ирина пишет: Евгений, здравствуйте. Как узнать, кто я настоящая? Чтобы понять, что вообще в мире настоящее, а что придуманное, надо, например, воду пить, чистую родниковую, обычную воду. Научиться чувствовать вкус обычной воды. И после этого вы поймете, что газировки, все вот эти колы, пепси, фанты, это все искусственное. Оно пользы приносит намного меньше, чем обычная вода. Точно так же все настоящее. Например, есть настоящая красота у любой женщины, даже если она не попадает в какие-то стандарты красоты. Она все равно красивая, милая, и это у нее уникальное. Но это надо ей в себе найти. Но внешняя красота – это отражение внутреннего состояния. Поэтому вы настоящая – это когда вы принимаете себя такой, какая вы есть. После этого вы задаетесь вопросом, что во мне правильно, что неправильно, что хорошее, что плохое. И начинаете с простых вещей. Исправляете неправильное, усиливаете правильное. Тут ведь достаточно просто быть честной с самой собой. Обнаружить свою уникальность, непохожесть на других. Для этого нужна просто честность с самим собой. Если вам не нравится ваш рост, глаза, нос, щеки, там что-то еще в теле, это значит, вы себя не принимаете такой, какая вы есть. Если даже у вас живот там больше, чем вам хотелось бы, вам вначале нужно это все принять. Это мое, и это мое родное. Я это принимаю как своих детей. Даже если они, какие бы они ни были, это мои дети, точка. Все. И если человек так принимает своих детей, то он способен их правильно воспитывать. Но чтобы правильно воспитывать своих детей, надо вначале воспитывать себя.
Воспитывай себя, чтобы воспитать своих детей, да? Вот логика такая примерно. Еще, Ирина, кто вы настоящая? Об этом нужно спрашивать Творца, то есть Господа, потому что Он сотворил вашу душу, Он знает. Об этом нужно, кто вы настоящая, спрашивать своих родителей, учителей, наставников, потому что они видят, какой вы можете быть. То есть, чтобы вы были настоящие, вам нужно свой потенциал обнаруживать и реализовывать в жизни. Вот тогда вы начнете видеть ту, какой вы еще не были. Я постоянно развиваюсь. Вот лично я работаю над собой, потому что я хочу узнавать себя, кто же я. И узнаю, и вам перепадает от этого немало, согласитесь. Так, пишет нам Тамара. Доброе утро. Вы так красиво и правильно говорите, а у вас в жизни все благополучно складывается? Нет, у меня неблагополучно складывается каждый день что-то. Каждую неделю, каждый месяц. У меня хватает проблем. Кассандра пишет. Враги помогают понять иногда. Кто же ты? О, да. Кассандра, согласен. Александр пишет. Вчера 2 раза звонила бывшая теща, не ответил. Что это может значить? Это может значить, что не время ей отвечать. Или это ваша вредность. Вы не отвечаете. Андрей пишет. Я жене помогаю, но если огорчила, динамлю и вешаю на нее все. Ого. То есть вы так ее воспитываете? Но если вы так с ней поступаете, значит ваша цель, чтобы она стала красивее, привлекательнее, увереннее и сильнее. А если вы просто из-за вредности вешаете на нее все, это не есть хорошо. Пишет нам Алексей. А бедность – это хуже инвалидности. Родные о тебе забыли, вспоминают, если только им что-то нужно, раз в десяток лет. Я вас понимаю, но надо только здесь определиться, что такое бедность. Потому что то, что вы считаете бедностью, для кого-то это богатство. Мила пишет. Личность – это я. Индивидуальная такая, единственная во всем мироздании. Я себя люблю. Ишь какая, браенька, Мила. Ну что ж, хорошо. Если у вас это получается по-настоящему, тогда окружающим людям будет польза и добро от этого. Чем больше мы себя любим, тем больше окружающие люди начинают получать от нас что-то доброе. Это как критерий истинности понимания себя как личности. Тома пишет: здравствуйте. Как научиться жить для себя? У меня не получается. Если хотите научиться, вы научитесь. Может быть, вы не хотите этому учиться. Потому что если начнете жить для себя, тот, кто привык, что вы ему постоянно что-то даете, он начнет обижаться, вам это дискомфорт, для вас это напряг, а вы не хотите напрягов, вот и не живете для себя. То есть надо вам ответить на вопрос, а почему вы для себя не живете? Это ведь так просто. Надо уметь же жить для себя, чтобы были силы жить для других. А Надежда пишет: у меня муж все оставляет на потом и на завтра, бесит. Ну, во-первых, не все он оставляет, уверен. Может быть, многое, но не все. Во-вторых, порой именно это и правильно, оставляя на завтра, на потом, потому что всему свое время. Но есть то, что он откладывает на завтра и потом, и это его лень, безответственность или это его вредная, плохая привычка. Вы понимаете, да? Вот 3 категории я вам обозначил. Постарайтесь выйти за пределы просто вот этого такого однозначного, одиозного отношения, негативного.
Пендель с любовью от всей души, пишет Лена. Да, да, да. Мы закончили первый час эфира. Во втором часе поговорим на тему, как разногласия могут повысить продуктивность. Я надеюсь, что папа дозвонится, но папа в таком месте находится, что он может не дозвониться. И опять папы не будет. И это печально, скажу я вам. Но мы ведь справимся, если что. Я на вас рассчитываю. А вы на меня? А я рассчитываю на Господа. Он поможет нам. Слишком часто звезды гаснут. Падают с небес. Всему есть свой конец. Слишком Быстро сгорают. Пойду я еще раз. так близко кажется мечта, но снова пустота. Разные судьбы, разные люди, игры без правил, и что дальше будет? Боли, обиды, и сердце залито страданиями без конца. Но ничего ведь не любви, она как свет где-то там вдали. Она пройдет сквозь огонь и лед, она всегда за собой ведет. Она одна может нас спасти, все объяснить и за все простить. Мы приходим в эту жизнь, чтобы просто любить. Блеск и глянец, жизнь как танец, бесконечный бег. Зачем все это мне? Так в чем же смысл? Рассыпан бисер, блески ярких звезд. Так много чьих-то слез. Сложится весь мир не исправить, игры без правил пора ставки ставить. Кто-то пробьется, желая стать солнцем, шагая в лучах себя. Но ничего нет сильнее любви, она как свет где-то там вдали. Она пройдет сквозь огонь и лед, она всегда за собой ведет. Она может нас спасти, все объяснить и за все Ну, получится, да, нет. Будем к этому готовы. души, чтобы просто любить, чтобы просто любить. Просто мы приходим в эту жизнь, чтобы просто любить. И мы приходим в эту жизнь. Чтобы просто любить.
Спасибо за лайки. Спасибо. Сердце в небе кругом Слова, ищу слова, и складываю бываю случки словно строю замки из стекла. но вот река Плывущая издалека, обнимает волной и лениво уносит слов. Знаешь, все это и есть любовь. Знаешь, все это и есть любовь. унесет река мои слова за Обрывом корабликом бумажным ным через синее море океан к твоим ногам. Как качество в Фейсбуке, в Ютубе, трансляции, качество нормально? Когда, может быть, ты услышишь однажды, как я говорю тебе вновь, знаешь, все это есть любовь. Вот оно в чем дело-то. Вот оно, бабоньки, как обернулось все. Сильная группа была, да? Секрет там. Фоменко был там. Ну, они, конечно, там и больные вещи исполняли. Вы об чем? Кого девки делать-то будем? Семечки лузгать на заваленке, али коров пасти? А может, в город уедем? Однажды, как я говорю тебе вновь. Знаешь, все это и есть любовь. Что случилось? Да все хорошо. Просто, да, Кассандра вот в теме. Я же могу быть собой, похулиганить. Вот и шалю. Я же тоже пупсик вселенной. Мальчонка маленький. Жги пупс. Наконец-то, да? Наконец-то стало веселее в эфире. Но время такое не до смеха, не до веселья было. Начиная с конца февраля. Да и сейчас тоже, честно говоря, не шибко-то до смеха. Но просто как бы адаптация произошла, да? А так это все отстойно вообще. Происходящее это. Так, скоро начинаем. Скоро это значит через 10 секунд. Это утренний эфир «День добрый». Я ведущий Евгений Сарапулов с вами и для вас. Второй час нашего эфира посвящен теме, как разногласия могут повысить нашу продуктивность. Как споры могут улучшить нашу полезность.
Об этом потолкуем, но вначале от Андрея Ковалева песня «Дорожная». Я очень надеюсь, папа дозвонится, но, может быть, он не дозвонится. То есть место, где он сейчас находится, там плохая связь, поэтому мы точно не знаем, сможет ли он дозвониться или нет. Я тоже по нему скучаю. В Питере белые ночи, да? Снова дорога, и я понемногу привык и уже полюбил. Ждет дорогая у родного Порога. но я для себя все решил. А я все еду далеко, и нам с дорогой пополам уже легко. Но ни на миг не забываются друзья и родная моя. А я все еду далеко. Играет радио и на душе тепло, но ни на миг не забываются друзья и родная моя. Ла-лай-ла-ла. Зимою и летом мы крутим планету, а мимо березки плывут. И сердце торопит навстречу рассветом, туда, где нас любят и ждут. А я все Еду далеко. и нам с дорогой пополам уже легко. Но ни на миг не забываются друзья и родная моя. А я все Еду далеко. играет радио и на душе тепло, но ни на миг не забываются друзья. Мы за рулем словно боги, боги туманных трасс. Не мы выбирали дороги, дороги выбрали нас. А я все еду далеко. И на Это был Андрей Ковалев, а у нас на связи мой папа. Папа, привет. Привет, рад, что связь появилась, но она может исчезать, так что могут быть такие накладки. Ага, хорошо, понял. Будем готовы к накладкам. В этой песне Андрей Ковалев поет, что не мы выбираем дороги, а дороги выбирают нас. Не мы выбираем, в какой стране родиться, но мы появляемся на этот свет, и многое мы не выбираем. Как жить и чувствовать себя полноценным, когда ты многое не выбираешь, а оно тебе просто дано. Ты не выбрал быть мужчиной или женщиной, ты родился мужчиной или женщиной, например. Так, у нас со связью все-таки сбои идут. Ага. Ну, ты слышал, что я говорил, или... Нет, Нет, да? Ладно. Значит, не мы выбираем дороги, дороги выбирают нас. Многое в жизни мы не выбираем. Как с этим жить? Так. ничего сделать не можешь. Так. Связь сбоит. Ну ладно, не получится. К сожалению, не получится сегодня с папой поговорить в трансляции. Я очень-очень сожалею, но придется без папы сегодня. Потому что связь, ну, очень плохая, да, вы сами слышали, раз одно слово сказал, и потом уже ничего, ему придется повторяться опять и опять. Ладно, что ж,
Кто заменит папу сегодня? А? Есть кто-нибудь? Алексей пишет, да, ужасная в Турции связь. Не в Турции связь. Связь ужасная на Иван-озере. Это в Читинской области, недалеко от озера Арахлей. Там просто связь плохая. Вот так. Дарья пишет, я могу заменить. Ну что ж, пробуйте. А пока я зачитаю сообщение из предыдущего эфира. Вячеслав пишет, как вы относитесь к шоу? Ведь это подмена реальности, оно теперь везде. Шоу в переводе означает показывать, то есть выносить наружу, делать публичным, доступным, явным. И это нормально. Весь вопрос, как это делать и что показывать. Максим пишет, никогда не жаловались. Вопрос, как верующий человек. Зачем Иисус, будучи Господом, имея конкретную цель, приобрел профессию плотника? Потому что он пришел на землю и стал как человек, чтобы быть способным помогать нам, людям. Ну, как быть способным? Чтобы мы поняли, что он прожил такую же жизнь, как и мы. Может быть, сейчас все-таки связь будет хорошая. Еще одна попытка, номер 2. Итак, пап, Да, значит, да. часто мы не выбираем в жизни обстоятельства. Нам приходится жить в том, что есть. Как с этим жить? Вроде как свободы нет. Всегда свобода есть. Свобода не в выборе обстоятельств, потому что обстоятельства, да, действительно свалились. Но мое отношение к обстоятельствам – это моя свобода. Я выбираю, как относиться мне и как устраивать свое поведение. Не обстоятельства диктуют мое поведение, но я свое поведение определяю, исходя из обстоятельств. Это моя свобода. Например, вы поехали из Читы на Иван-озеро. Дорога одна была, главная. Не вы выбирали дорогу, дорога выбрала вас. Где тут свобода? Можно было ехать на автомобиле, можно было рюкзак за плечи и с ночевкой, может быть, где-то на хребте, добраться пешком. Это также выбор. Все определяется ведь целью. Для чего мы поехали на Иван? Мы поехали для того, чтобы здесь потрудиться, подготовить для молодежи базу отдыха, покосить траву, потому что все заросло. И поэтому, чем быстрее мы доберемся, тем больше мы сделаем. То есть цель такая, не просто вот ехать. Ехать это средство. В зависимости от цели мы выбираем средства. Если бы, скажем, цель была просто поотдыхать, тогда мы, наверное, бы на машине не торопились, мы спокойно бы останавливались на таких красивых местах, фотосессии какие-то бы делали, а мы тут это напрямик на машине. Так что тоже выбор был, в зависимости от цели. Давай сейчас к нашей теме, а потом на вопросы поотвечаем. Тему, наверное, ты видел уже в анонсах, да? Ты ее всегда, в принципе, видишь. И репосты делаешь. Спасибо. Как разногласия могут повысить продуктивность? Потому что разногласия доводят до конфликтов, до разводов, разладов и тяжелых бывает, драк даже. Но как разногласия могут, наоборот, повысить нашу полезность и продуктивность? Я думаю, что при некоторых условиях, но при одном непременно, и это самое важное, если мы будем понимать, что другой человек – это другой человек, что у него есть право на свои мысли, на свои соображения, на свою точку зрения, и то есть мы будем проявлять уважение к другому человеку, тогда мы научимся наши разногласия превращать не в недостаток, а в достоинство. Наши разногласия будут нас объединять, потому что такое разногласие? Это разноголосие. А голос у нас возникает с помощью слова, с помощью горла и с помощью слова. Слово не... Так, связь
прервалась. Разные голоса, разные мысли. Смотрим по-разному. Видим одно и то же, но смотрим с разных сторон. Это помогает нам дополнять друг друга. Надо просто учиться дополнять друг друга. И тогда возникает вопрос, а как же нам соединять разные мнения? Для этого нужна общая цель. Общая цель помогает нам наши разногласия приводить к соединению правильному. Например, когда строят самолет, космический корабль, он состоит из совершенно разных частей. Совершенно разные люди занимаются конструированием, созданием, сборкой этого сложного оборудования. И соединение разного происходит потому, что есть общая цель. Нужно доставить людей на Международную космическую станцию безопасно, надежно. Ради этой цели объединяются разные способности, разные люди. И значит, чтобы разногласия могли повышать нашу продуктивность в коллективе, в семье, в отношениях с людьми, между разными странами нужно ставить общие цели. И это помогает нам, и это спасает нас. И это очень здорово, согласитесь. Папе респект. Согласен. А я перейду пока к сообщениям. Наталья пишет: всем здравствуйте. Если человек любит себя, старается и делает все, как положено, то и окружающие, соответственно, видя это, тоже будут стараться делать хорошо, но люди не идеальны, увы. Когда человек любит себя и старается и делает все как положено, будут люди, которые это оценят, ответят тем же, а появятся те, кто захочет сесть на шею и за ваш счет жить. Поэтому надо следить за тем, как люди пользуются тем, что вы даете им. Я, например, слежу во время трансляции за вами, за зрителями. Welcome, Карбут пишет: врагов у Бога нет. Я бы сказал иначе. Нехорошие люди заставляют нас изменить жизнь, быть другими. Они могут заставлять, но не заставить. Они могут вынуждать, но так и не вынудить. Нехорошие люди. Выбор за вами, welcome, Карбут. Противостоять им или сдаться, поддаться под их влияние. А у Бога врагов хватает, да. Мы, каждый человек, в своей душе носим какие-то грешные мысли. Эти грешные мысли являются врагом для Господа. Поэтому надо нам самим бороться с этими врагами. И тогда мы почувствуем, как мы соединяемся с Господом в Его силе, со Всевышним, чтобы одерживать победу над своими слабостями. Андрей пишет: если я для себя жить начну, все рухнет. Да, если вы неправильно будете жить для себя. А если правильно, тогда жизнь станет богаче. Галина пишет: личность – это чел, добившийся признания в профессии без блата, без денег и вырастивший достойных детей. Можно согласиться. Алексей пишет: ой, пожалуйста, нищета – это когда не хватает на продукты питания и все остальное. Бедность – это когда хватает на еду и лекарства, но все остальное под запретом. Средний класс – это когда хватает на все, но впритык. И богатство – это когда хватает на все, и на сдачу можно купить остров. Да, интересно, спасибо. Александр пишет: быть однолюбом – это психическое отклонение. Да, может превратиться в отклонение, если вы будете любить только себя и не делиться приобретаемой силой, знаниями, опытом с другими.
Потому что любовь к себе – это любовь ко всему миру. Мы рождаемся в этом мире как часть этого мира. Поэтому в нас заложена потребность свыше. Если мы любим себя, то мы будем любить окружающий мир. Мы захотим с этим миром делиться тем, что мы в себе находим. Любовь к себе автоматически вызывает у нас желание любить окружающий мир и делать его лучше. Мила пишет: в споре рождается истина, хотя истина у каждого своя. Творец дал право человеку выбирать. Он волен выбирать, что за истину принять. Но выбор сделать нелегко, если душа глуха. Согласен. Спасибо. У каждого истина своя. Я бы по-другому сказал: у каждого свой путь к истине. Но в то же время Иисус Христос есть путь, истины и жизнь. То есть хочешь познавать истину и быть уверенным, что познаешь ее правильно? Познакомься со Христом. Скажи Ему: Господи, прости меня за мои грехи. Он тебя простит, и ты почувствуешь внутри себя, в душе способность понимать Творца Всевышнего. Потому что когда человеку прощены грехи, тогда он становится чувствителен к правде небесной и правде земной. И тогда человек начинает интуитивно или на уровне сознания, неосознанно, осознанно выбирать те пути, которые однозначно начинают вести его к истине. Вот такой расклад. Леша, привет. Пишет Андрей: психолог, скажи, женщины всегда живут обманом, коварством, корыстью? Никак нет, товарищ полковник. Женщины, как и мужчины, живут чистыми и нечистыми мыслями и чувствами. Женщинами управляет альтруизм и эгоизм. Женщины – это люди. И поэтому иногда они впадают в корысть, как и мужчины, а порой это осознают и преодолевают это в себе. Но женщина – лучший помощник для мужчины, и для мужчины главное самому признаваться, где ты корыстен, где ленив, где оправдываешь зло, грехи свои, лень, слабости. Если попросишь женщину помочь тебе все это преодолеть, она станет твоим лучшим помощником, ибо в ней сработает этот инстинкт, который заложен в ней от рождения – помогать мужчине. Пишет нам Вячеслав: мантры, как они влияют на сознание? Музыка с текстом теперь есть мантра. Мантра – это повторяющиеся слова, чувства, мысли. В принципе, это хорошо, но смотря как это используется. Например, молитва может стать мантрой? Да. Господи, спаси, сохрани. Кто-то повторяет это: спаси, сохрани, спаси, сохрани. Это превращается в мантру, которая перестает работать. Потому что человек думает, если он 1000 раз скажет «Господи, спаси, сохрани», то произойдет чудо. На самом деле не мантра работает, а работает тот, к кому ты обращаешься. Поэтому тот, к кому ты обращаешься, он услышал тебя, прежде чем ты произнес фразу «Господи, спаси и сохрани». Один человек молился так. Он приходил в храм и говорил: «Я здесь, Господи». Вот вся его молитва была. И он дальше уже читал Священное Писание, молился за других людей. Поэтому Бог – это не какой-то робот, это живая личность. Мы личности, потому что мы сотворены по образу и подобию личности. Мы творцы. Мы творим, развиваемся, ищем новое, потому что мы сотворены Творцом. Мы находим в этой жизни смысл, закономерности, поэтому мы строим всякое оборудование, дома, какие-то невероятно сложные вещи создаем.
потому что мы созданы тем, кто является смыслом, законодателем, и он заложил во всю эту вселенную и мироздание смысл и законы, и правила. И нам надо это познавать, и принципиально все познаваемо, потому что мы созданы по образу того, кто вложил в нас вот это чутье на смысл. Денис пишет, спрашивает, насколько эффективна соревновательная система в коллективах? Она эффективна, если используется не постоянно. Соревновательная система – это хорошо, потому что нам нужно состязаться друг с другом. А кто лучше? Я, прежде чем нашел себя в эфире, как человек, который ведет трансляции, думал, как мне стать особенным ведущим, не похожим на других. И один из способов подражать тем, кто делает что-то лучше, чем ты, или лучше делает. Я брал пример, применял это, проецировал это, и в итоге у меня что-то получалось, а потом я себе ставил цель. А теперь, когда я научился делать так, как показывает пример другой, это приспособить к себе, адаптировать под себя, превратить в свой стиль. Но соревновательность, она нужна. Весь вопрос ведь в том, чтобы мы в коллективе были как команда, соревновались ради достижения общей цели. Друг с другом соревнуемся, а выигрывает вся команда. Хотя кто-то отдельно из нас выигрывает, становится лучше, чем другие, но благодаря этой состязательности мы как компания зарабатываем больше, имя укрепляем свое. Спасибо за вопрос, Денис. Здорово, что ты с нами на связи и такие вопросы задаешь. Дарья Виардо с песней «Бог в меня верит». Чтобы мы смогли в разногласиях достигать продуктивности, созидательности, нужно, чтобы кто-то в нас верил. Нужно в себя верить, нужно друг в друга верить, но самое главное, чтобы в тебя верил Бог. Как понять, что в тебя верит Бог? Мой вопрос к вам. Я иду в новый день и несу за собой шум. За спиной моей топот толпы неудач. Помимо тоски до набитых обидою сум, я несу за собой плач. Кого Бог поцелует, того и колотят по темени. То ли лезть на рожон, то ли лучше залечь на дно. Уверяют, что счастье приходит со временем. Да вот время пришло одно. Пустота в груди и перепутаны пути, закрыты все двери. Сердце моет пусть, но если завтра я проснусь, значит Бог в меня верит. Пустота в груди и перепутаны пути, закрыты все двери. Сердце моет пусть, но если завтра я проснусь, значит Бог в меня верит. Ставим лайки, делимся трансляцией, подписываемся на канал. И все тянется нить суеты земных проблем, образуя собой клубок под названием путь. Я иду в новый день, утешаясь только лишь тем, что осталось мне еще чуть-чуть. А потом все воспрянет и все возгорится в пламени. Все, что было ничем, упадет навзниченечко. И все то, что иссохло, все то, что Право здесь, сердце тут. обернется журчащим ручьем.
closed all the doors. Но если завтра я проснусь, значит Бог в меня верит. Если завтра я проснусь, то значит Бог в меня верит. Хорошая мысль. Мы все проснулись сегодня, мы живы, в здравом уме, с разным состоянием души, но если мы проснулись и живы, значит Бог в нас верит. Но верит, что это значит? Он в нас верит. От Дениса вопрос. Насколько эффективен метод управления, в соответствии с которым создаются конкурирующие системы? Управление всегда необходимо, потому что это как капитан, который управляет своим кораблем. Он должен знать, куда мы плывем, когда нам нужно быть вместе, в пункте назначения. И любая система, она требует управления. Хотя любая система, она как бы целеустремленной является. То есть она ищет цель, любая система. Управление системой – это значит правильно заданная цель. А конкурирующие системы – это и управление, да, насколько эффективен метод. Это вопрос о том, чтобы у каждой системы свои цели, но в конечном итоге нужно иметь некую общую цель для всех этих систем. Например, в стране есть разные компании, есть разные регионы, и у них есть свои цели в зависимости от региона север, юг, запад, восток, то есть разные климатические условия. Естественно, ставятся разные цели, но есть и общая цель. То есть прокормить население, обеспечить его там чем-то, да. В какой-то местности растет картошка, а в какой-то фрукты, и делятся друг с другом, хотя разные цели достигают. Но надо метод управления использовать, чтобы управлять, распределять, так сказать, правильно эти ресурсы. Так, Денис пишет, и далее происходит управление через противоречия этих систем? Да, порой, например, мы собой, у нас ведь есть разная система в человеке, кровеносная, лимфатическая, нервная, и все они исполняют свои функции. Порой они противоречат друг другу. Да, например, мы хотим, как вот я как личность, человек, да, я хочу кушать много сладкого. Мне поджелудочная железа говорит, нельзя. Печень говорит, да я все переварю, не парься. Мой мозг говорит, прислушайся к экспертам, иначе заработаешь хворь. Что-то в моей душе говорит, да ладно, все мы помрем рано или поздно. Противоречат друг другу? Да. Поэтому у меня вопрос к вам. Когда вы сталкиваетесь вот с этим, то что? Кто кем побежден, тот тому и раб. То есть победит добро в тебе, значит добро будет тобой управлять. Победит зло, тогда зло будет тобой управлять. Поэтому весь вопрос, кому ты готов подчиняться, кому надо подчиниться. Денис задает вопросы, но он задает вопрос, надеясь на то, что мой папа тоже будет отвечать и в первую очередь отвечать, но сегодня связь очень плохая с папой, поэтому я отвечаю один. Денис спрашивает, существует ли идеальная пропорция между разногласием и созависимостью? Идеальная пропорция, она бывает как временная, как бы как вспышка, как баланс, который возникает, а потом исчезает, и опять его надо искать.
Поэтому надо постоянно искать эту идеальную пропорцию. Но существует ли? Да. Разногласия и созависимость. Конечно, существуют. Разногласия нужны, потому что когда мы по-разному думаем, но у нас есть общая цель, мы находим лучшее решение, чем кто-то из нас отдельно. Разногласия, это, как говорил в этом смысле царь Соломон, железо железо острит. То есть мнение другого и с другим мнением соприкасаются, они как железо железо острят и делают более точным, да, понимание. И это хорошо. Созависимость. В хорошем смысле, например, вы выбираете зависимость от эфира «День добрый», зная, что здесь мы преобразуем негатив в позитив, учимся практично относиться к всему происходящему в жизни и учимся быть полезными для всех людей, даже для врагов, недоброжелателей. Ну и в итоге у вас возникает правильная зависимость, то есть созависимость, соединяетесь с зависимостью, которая у меня. Я выбрал зависеть от преобразования негатива в позитив. Я тренируюсь, и я становлюсь зависим от этого образа жизни. А вы становитесь созависимыми. Но это же хорошо. Однако у нас возникают разногласия в эфире. И возникает ли вот эта идеальная пропорция? Да, периодически бывает в эфире, и это как чудо. Но бывает и шалтай-болтай. Пишет Наталья, а что значит правильно жить для себя? Ну, это значит утром помыться, почистить зубы, съесть полезную еду, сделать зарядку. Это правильно жить для себя, то есть правильно заботиться о себе. Чистить зубы по 5 раз в день нет необходимости. 5 раз в день делать зарядку не обязательно. Есть мера, понимаете? Есть всему мера. Не надо переедать. Кушать надо так, чтобы некое чувство голода оставалось у вас. И это правильное жить для себя. Кассандра пишет: прости меня, Вселенная грешна. Вселенную создал Творец. Просить прощения надо не у Вселенной. Это так же, как вот вы, Кассандра, попросили бы прощения у велосипеда. Прости меня, велосипед. Просить прощения надо у того, кто создал велосипед, а не у велосипеда. Максим пишет: надо молиться тому, от кого получаешь ответ. Бог не всегда дает ответ. Иногда Он хочет сформировать у тебя терпение. А бывает, Он ответ дает, а ты не слышишь, не понимаешь. Ибо хочешь услышать только свое, а не то, что Он тебе говорит. Галина пишет: я никогда не любила соревнований, а лишь стремление к совершенству. Пока вы стремитесь к совершенству, вы вольно или невольно создаете соревновательную атмосферу вокруг себя. И это неизбежность. Вячеслав пишет: денег там нет, но вы все озабочены ими, путь к Богу лежит через взаимные энергии, вам этого пока не понять, деньги в головах – это тормоз. Вячеслав, я вижу у вас свое субъективное понимание божественности. Ну что ж, это ваше право. Живите с этим пониманием, а мы будем жить с другим своим пониманием. Ну, во-первых, денег там нет – это больная мысль. За все отвечает серебро. Деньги нужны, ибо за все надо платить. Вы что, не хотите платить, Вячеслав? Хитрый мужчина, да? Хитрый. Но вы все озабочены ими. Вы обобщаете. Вы что, знаете всех людей? Нет. Да вы надменный
Напыщенный индюк. Вот на кого вы похожи таким высказыванием. Не надо так обобщать. Будьте джентльменом. Мужчиной с большой буквы. Путь к Богу лежит через взаимные энергии. Весь вопрос, а что вы подразумеваете под энергией? Вы вкладываете какое-то свое понимание в это очень абстрактное слово. Тома пишет: мое мнение с верой легче идти по жизни. Кто бы спорил? Конечно, однозначно, именно так. Вячеслав пишет: а как вы относитесь к вибрациям звука? Если эти вибрации ласкают мой слух, хорошо. Если раздражают, например, вибрации звука от группы «Рамштайн» раздражают мой слух, и я отношусь к ним плохо. Спутник пишет: конкурирующая – это недостигаемая цель. Ну почему же? Конкурируют две цели, чтобы была достигнута недостигаемая, казалось бы, цель, чтобы невозможное стало возможным. Как вам эта мысль, спутник? А Вячеслав пишет: шире нужно смотреть. Добро и зло – это одна система, остальное их производные с шоу и без. Хорошо, принимаем. Мила пишет: если я верю в Бога, то Бог верит мне. Я и есть живая энергия. Доверие – это попадание в рабство. До веры стараюсь быть лучшей версией себя. И тут тоже вопрос, а что вы подразумеваете под живой энергией? Под энергией вообще в целом. Доверие – это попадание в рабство. Если ты доверяешь не тому, кому надо, или не так, как надо, тогда да. Но доверие – это как воздух. Это путь к свободе, если знаешь, кому доверять и как доверять. Skynet пишет: не всегда человек все решает. Согласен, да. Порой нужно отдать право решать кому-то другому. И это нормально, потому что кто-то другой лучше разбирается в чем-то, нежели вы. И это есть очень хорошо. Еще сообщение пишет Мила. Источник внутри меня во всей вселенной, и мой осознанный путь, он самый верный. Ну, это слишком гордо звучит. Ваш осознанный путь, он самый верный. В принципе, с этим я соглашаюсь, потому что слово «верный» происходит от слова «вера». Вы в это верите? Да. По вере вашей да будет вам. Но не вы создавали этот мир, Мила. Не вы создали себя. Хотя вы принимали участие в саморазвитии, это да. Но способность думать, понимать, верить, все это дано нам от рождения. Это дано кем? Кем? Источник внутри меня, вы пишете, во всей вселенной. Источник в том, кто создал все это, в Творце. Дарья пишет: а я вот Овен, лидер по натуре, мне важно быть лучшей везде и всегда. А я, Дарья, человек. Я не Овен, не Бык, не Козерог, не Циклоп, не кто-то там еще. Я Сарапулов Евгений Владимирович. И я не... Не... Будьте человеком, Дарья, в первую очередь. А Овен, Циклоп или там кто еще? Это все просто нужно задвинуть и туда, в сторону, или выкинуть куда-нибудь на помойку. Будьте просто людьми. Будьте теми, отражайте образ того, кто вас создал. Дарья, извините, что я так грубовато как-то, да, но эти все гороскопы, это такая вообще пропарка, знаете, такая, так сказать, универсальная
система манипуляции людьми. Денис пишет, точнее Людмила, каждый человек, если живет для других, значит он живет. Без комментариев. Согласен. Денис спрашивает, правда ли, что в конфликтах развивается личность и коллектив? Конечно. В конфликтах можно развиваться, а можно разругаться. Есть конфликты разрушительные, а есть созидательные. То есть нужно научиться правильно конфликтовать. Виктор пишет, иногда нужно расслабиться. Давайте по стопочке коньячку, можно и к огурчику принять. Что-то сильно ударились в Библию. Виктор, я в Библию не ударяюсь, я ее изучаю, применяю в жизни, как психолог, как человек, как мужчина, как ученый. А вы получаете от меня добро. Поэтому я вам желаю точно так же познавать ее, как я познаю, чтобы было добро для окружающих людей, а не коньячок или когорчик. Спутник пишет, ну, конкурирующая цель – это когда не по силам ее достичь. Да, не по силам вам, но по силам вместе с другими. Не по силам вместе с другими, но все невозможное возможно ему, Творцу. Галина пишет, при соревновании возникают обиды, зависть, интриги, при совершенствовании себя радость, удовлетворение. Смотря как соревнования организованы. Может и так, как вы написали, а может возникнуть наоборот правильная вот эта вот конкурентная среда, соревновательность, это хорошо. Апостол Павел писал, я бегу не просто, чтобы бежать, а бегу так, чтобы выиграть. И это нормально. Виктор пишет, спрашивает точнее, вы сейчас правда верите церкви и их деятелей там? Церковь – это собрание верующих людей. Я не всем верующим людям верю. Одним верю, другим не верю. Потому что есть верующие настоящие, а есть не настоящие. Деятели в церкви. Одним деятелям верю, другим учусь доверять, третьим не доверяю, проверяю. Елена пишет, доброе утро, как быть, если сноха не хочет работать, а денег не хватает? 4 деток, моя помощь иссякла. Батюшка в церкви говорит, что я совершаю грех, потакая им. Если сноха не хочет работать, не надо ей помогать. А Дарья пишет, я про черты характера. Овны – лидеры по натуре. Можно не верить в астрологии, очень много совпадений, а вы, правда, жестко ответили. Да, потому что я не верю астрологии, но я верю астрономии. Я верю своей маме и папе, верю своим учителям, а не гороскопам. Потому что гороскопы – это совершенно не научное, совершенно не проверенное. Если вы это изучили, вам просто удобно в это верить, потому что это удобная система. Но на самом деле это мешает. Это упрощает вашу жизнь, но это будет в конечном итоге мешать вам верить в себя и верить. Вера в гороскоп в конечном итоге помешает вам верить учителям, верить в Бога помешает, если вдруг вы захотите. Так что, Дарья, верьте во что угодно. Это ваше право. Я говорю о том, во что я верю. И я вам это не навязываю. Но я это отстаиваю. Тем более, что у меня есть на это право. Вы можете отстаивать свое. И я, пожалуйста, верьте во что хотите. Мила пишет, живая энергия – это и есть Создатель, Абсолют, Творец. Понятно. Виктор пишет, с вами тяжело говорить. Шибко умны вы. Ну, я шибко натренированный, Виктор, а не шибко умный. Просто если вы
будете вести эфиры лет 15-20, то вы где-то будете как я. Потому что это тренировка. Мила пишет, на этой планете я совершенствуюсь индивидуально, коллективное пока не распространено. Понятно. Всем спасибо большое за участие в трансляции. Пока. Я сегодня уезжаю в отпуск, отдохнуть со своей семьей. Из места, где я отдыхаю, возможно, проведу трансляции, в таком лайт-режиме. А может быть, не проведу. Я подумаю, как там оно будет. Группа Калина, Фолк и Трофим исполнят песню «Будем жить» в завершении нашего эфира. Добра вам, любви. Простите, кого обидел. Все не ладится, бывает, словно воск надежда тает, и душа не верит в чудеса. Мир не прав, жестокий тесен, он тебе не интересен, и тогда ты смотришь в небеса. Дарья, спасибо, что вы не обижаетесь на меня. Сам того не сознавая, ты опять рождаешься на свет. И любовь в этих муках оживает, чтобы вновь исполнить свой завет. Виктор, научитесь чувствовать чистую воду, вкус чистой воды. В людях И добром дорожить будем ради тех, кто должен, будем жить. как доверчиво и тонко видит мир душа ребенка, наделяя жизнью все вокруг. Облака узор на блюдце оживают и смеются.